практике мы снова и снова говорим о двух ключевых качествах – о мудрости и о сострадании. И сострадание здесь, конечно, подразумевает желание, чтобы существа, будь то мы сами или другие, были свободны от страданий и их причин. И к этому мы добавляем устремление любящей доброты, желание, чтобы существа обладали счастьем и причинами счастья. Тем не менее, одних только этих благопожеланий недостаточно, потому что они должны сопровождаться некой мудростью, которую мы также можем назвать исключительным уровнем здравого смысла. Часть этого здравого смысла относится к пониманию причин и следствий, в том числе разворачивающихся на уровне нашего собственного ума. Мы пытаемся понять, как именно совершаемые нами действия тела, речи и ума в конечном итоге приводят к счастью или страданию. И на основе этого понимания стремимся устранить действия, ведущие к страданиям, и более активно создавать причины счастья. Тем не менее, мудрость не ограничивается одним только пониманием того, как вещи функционируют, потому что для подлинного освобождения от страданий нам также нужно понять, как вещи существуют, каков подлинный способ их бытия. И для этого мы развиваем понимание взаимозависимости, освобождаясь от ошибочных представлений о том, что какое-либо явление, включая наше собственное «я», существует как некая вещь в себе. Мы отпускаем цепляние за свои проекции относительно самих себя, других существ и всех явлений в целом, и остаемся в свободном, раскрепощенном и полном счастье состоянии ума, где одновременно готовы быстро откликаться на нужды других и при этом свободны от жесткого цепляния за собственные концепции о реальности, как в чем-то существующем с собственной стороны. Некоторые из замечательных учителей нашего времени, объясняя эти качества мудрости и сострадания, используют 4 связанных между собой понятия – спокойствие, ясность, доброта и готовность помочь. Мы начинаем с того, что успокаиваем ум и тренируем внимание, чтобы добиться большей внутренней устойчивости. На основе из этой внутренней устойчивости, которая также в большей степени соответствует нашей глубинной природе, мы развиваем ясность постижения явлений, будь то причинно-следственной цепочки или подлинный способ существования всех вещей. И чем больше мы осознаем взаимозависимость, тем больше в нас, естественно, проявляются сострадание и любящая доброта. А затем мы превращаем их в активное желание помочь себе и другим. Освободить себя и других от страданий и их причин, развивая при этом все виды подлинного устойчивого счастья. В конечном итоге Буддой мы называем существо, которое полностью освободило свой ум от всех загрязняющих факторов и в полной мере, беспредельно, развило мудрость и сострадание в разных их проявлениях. Развить эти качества посредством медленного продвижения, которое может занимать годы, десятилетия и даже бесчисленные жизни, мы способны в силу того, что в нас пребывает то, что иногда называют природой Будды или основополагающей благостью. Некой чистой природой, которая содержит в себе всю полноту добра и просто должна быть обнаружена или выявлена ради нашего собственного блага и, в конечном итоге, также и блага других.